Всем привет, дорогие друзья! Рад приветствовать вас у себя на канале в новой рубрике «Случайные находки». В этот формат будут собираться отдельные отрезки от видео, то есть неполноценные видео, когда я либо уже собираюсь точно идти на поиски, а конкретные отрезки, допустим, что-то я интересное нашел и решил это заснять. Соберем все воедино, дабы вам, мои зрители, пришелся просмотр по душе. Находок без камеры было немало, так как я не всегда с собой таскаю телефон. Сегодня же у нас первый такой пробный выпуск. Взвешивать мы, заранее говорю, ничего не будем, так как все найденное я уже покидал, отсортировал, что-то оставил, что-то бросил уже в свою кучу. Но некоторые детали найденных вещей мы обязательно сегодня рассмотрим. И начнем давайте со вступительной, с самой первой такой находки, можно сказать, немного удачливый. Выбрался я в лес, и в лесу кто-то оставил вот такие вот два полных пакета. Не знаю, почему было так трудно выкинуть в мусорный бак. Наверное, я ошибаюсь. Возможно, это алюминиевые банки звери в лесу собирают и потом куда-то сдают. В общем, ладно. Вот такой вот пакетик. Можно было, конечно, взвесить. Но здесь, я думаю, если взять вот эти вот два пакета, здесь где-то 1,5-2 килограмма, мне кажется. Да хотя нет, где-то 1,5 килограмма. Вот этот тяжелый, этот вот совсем легенький. Около 1,5 килограмма алюминиевых банок. Сейчас посмотрим на их количество. Все, друзья, подсчитал. Вышло у нас в итоге 74 баночки алюминиевые. Они грязные, в грязи, видать, уже там долго так стояли. Меня ждали, когда же я уже их найду и заберу. Также вместе с этими банками я еще прихватил там какие-то, нашел медные провода. Я их уже кинул в общую кучу. Там, конечно, было немного, но все равно прирост какой-то да будет. Я частенько на прогулках посещаю лес. Можно сказать, хожу туда или ездию как в магазин. Кто-то занимался дома шифером, пилил вот по размеру. Такой вот отпиленный шифер ровненько. Если вы знаете, кто занимался вот распилкой шифера болгаркой, сколько вот от этого асбеста можно получить себе в легкие. Ну его нафиг, я тоже сначала хотел пилить, но потом передумал, и вообще потом мне попалась вот такая вот удача вытащить вот такой, привезти шифер. Там еще валяется, я, конечно, еще все не свозил, это только первый рейс, везти очень далеко, я сильно по много не грузил, так как тут уже я 3 листа отсюда взял. Брал я его для облагораживания малины, вот там у меня малина растет, ее надо облагородить, то есть вкопать и оставить там примерно от земли вот примерно вот столько. Ну, кто занимается огородами, тот знает, огородить у меня такой вот, можно сказать, прямоугольник, квадрат малины, чтобы корни не разрастались, она не перла ни туда, ни сюда. И вот такая находка привалила. Также нашел кое-какой металлолом. В нашем лесу чего только нет. Скоро можно уже в лес поехать, и там целиком можно крышу дома покрыть. Дальше все сами это поймете. Сама эта идея пришла мне в голову сделать такую рубрику из-за того, что много отрезков у меня были неудачные, так как я начинал некоторые поиски, у меня просто внезапно они начинались, но заканчивались неудачами. Воплотим их в жизнь, дадим им тоже шанс на существование. В общем, всем, друзья, приятного просмотра. Погнали! Возможно, этот отрывок попадет в какое-то видео. Выехал в лес просто посмотреть черника, как себя чувствует, растет или нет тут. Ездил вон туда, вон по дороге в лес, глянул, что-то ничего нету, стоит чуть-чуть черничника, но ягод почему-то нет. Нужно искать в другом направлении. Вот, заехал сюда, в общем, посмотреть заодно на алюминиевые банки. Прихватываю, валяются по дороге. Заехал сюда, и странно. Я сейчас вставлю сюда вставочку видео, которое я здесь снимал. Здесь вот эту вот половину свалки, часть, почему-то кто-то разровнял. Я не знаю, кто это сделал. Может, утилизация свалок какая-то происходит или что. Вот, заехал сюда, а тут вот такое. В общем, трактор насдвигал вот эту всякую фигню. Здесь вообще песок галимый, как будто засыпали яму. Может, тут что, копали вообще? Что-то доставали, а потом просто засыпали все. Но не похоже. Вот, все, трактор поздвигал. Отсюда я таскал металлолом в том году осенью. Вот, там чашки какие-то вон валяются. Сейчас тоже их заберем с вами. Алюминиевые банки тоже попадаются. В общем, тут все затрамбовали прямо. Вот, прям сюда все сдвинули. Ну и правильно. Давно бы уже так сделали. Хотя нет, ни хрена, походу, никакая не утилизация. Какая нахуй утилизация? Всем вообще похуй. Вот, друзья, тут попадаются вот такие в песке штуковины от трансформаторов. Скорее всего, тут копали металлолом, а потом просто все засыпали. Вот хомуты. Сейчас здесь оставлю какой-нибудь
Ну, типа схрончика, что найду такой, потому что на велосипеде я не довезу, у меня ни сумки, ничего нету. И сделаем отсюда потом видео. Если здесь вообще мало что будет попадаться, куда-нибудь двинемся еще. И, к сожалению, этот поход остался так и незавершенным. Я приезжал туда, забрал кое-какой металлолом, все чашки, вот эти крышки. Еще там нашел пару каких-то железных бачков таких. Ну и находок просто там нет. Что нас двигали туда вот, я так посмотрел, ничего не нашел. И решил не упускать это видео. То есть начало вот это вот было положено, но и так и на этом пути было брошено. Итак, дорогие друзья, очередные случайные находки, которые произошли только что. Поехал я, в общем, на свои родные, любимые, уважаемые кучки. Заехал в кострище, там на кучках я не был. В общем, подъезжаю, идет тот же самый парень местный с металлоискателем, поздоровкались. Идет проверять какие-то кучки там навалили, я в них вытащил вот такой вот кабель алюминиевый. У него вроде в мешке только на донышке было. А я залетел и сразу давай греметь там арматуры, выкидывать, выбрасывать. Скажет, ё-моё, только приехал, только что подъехал. И мне, как всегда, сразу все привилегии. Вот вам, пожалуйста, Дмитрий Юрьевич, арматура вот такая вот тонусная. Еще там покопался, полазил, в костер еще можно залезть. Вот, в общем, что я нашел. Сейчас еще с вами, кстати, туда поедем. Вот всякая арматура. Во. Вот эта вот длинная, она прям валялась. Ее видно было, концы. Я не ожидал, что она такая длинная будет. Вот, кое-как привязал, хорошо кабель попался, подвязать было нечем. Кое-как завязал, кое-как доехал, чуть не перевернулся нахрен, наложил в одну сторону вот эти все свисайки. Я в высокую траву, короче, чуть не улетел. По дороге задавил змею, железки вот эти вообще от каких-то катушек. Катушки там сжигают иной раз кабельные. Вот, судя по всему, вот эти железяки как раз остались, их еще никто не забрал. Вот это, наверное, только сегодня тоже вывалили. Там какой-то хлам был, доски какие-то, бруски, обрезки, и лежало вот это все там. Там еще, кстати, если попереворачивать вот эти все бруски, там еще лежит арматура, я ее увидел. Вот несколько таких гнутых всяких, вот маленьких. И вот таких вот кусков я оттуда достал. Но сами вот, блин, никак не хочет, у меня все тут плотно набито. Ладно, в общем, сами видите, вот всякие огрызки такие вот хорошие. То есть там еще валяется под ними, под этими досками. Сейчас с вами поедем. Надеюсь, что ничего найдем, в костер залезем. Там какие-то тоже вот не такие, а чуть другие железяки валяются. Ну там еще уж горячо, конечно, в самое пекло мы не полезем. А с краю что-нибудь поищем. Все, поехали, друзья. Вот он, друзья, костерок. На кучках я не был уже неделю, но судя по виду, там никакие работы не производились и нечего там делать. Не, ну есть там всегда что делать. Я все равно что-нибудь донахожу. Парень что-то насобирал, вон поехал. Все-таки что-то в этих кучках, вот, видимо, тут нашел. Вот тут эта арматура валялась везде. И здесь вот под низом где-то, то ли вот тут. Я еще достал немного. Где-то вон она лежит. Вон, вон. Это все, в общем, надо как-то пооткидывать потихоньку. Сейчас, друзья, займусь этим. Надеюсь, что-нибудь вытащу. И в костер сейчас залезем. Вон еще банки с подкраской. Я приехал на велосипеде, не на тележке. Уже 8:30 времени. Сейчас уже стемнеет. Да и по лесу ехать очень долго на тележке. Сейчас, может, куда-нибудь вот это вот все барахло я тут припрячу. Куда-нибудь вон в траву зафигачу. И потом заберу. Тут, конечно, совсем немного осталось, но все-таки что-то. Такие вот куски. Проглядел, вроде бы больше ничего здесь не видать, если только, может, на самом низу что-то осталось. Сейчас, друзья, с вами еще костерчик заглянем. Вот это вот можно, конечно, тоже бы куда-нибудь запрятать. Сейчас столкнем. Вон еще крышка валяется. Так. Берем вот такую вот кочергу. Тут еще жар. Этот
Тоже черный металл. Вот, смотрите. Что тут еще можно забрать? Такие вот. Да, тоже от какой-то катушки. Связующие. Все забираем. Теплые. Блин, возле этого костра опять такая смердящая мошкара. Капец, ужас просто. Не знаю, откуда она берется. Опять прилетела и облетела меня. Вот, смотрите, сколько тут железяк. Сейчас все запрячу и на тележке приеду, так как это я на велике не увезу нифига. Эти листы тоже позабираем. Вот еще. Жар-то тут приличный стоит вообще прям. Здесь вот какие-то покрышки, наверное, жгли. Или что это? Похоже на покрышки. Эх, жалко. Была бы это медяха. Еще вот такие вот легенькие 4 штуки достал. Вон, считай, из того кратера. Горячие, остыли. Остальное запрятал. Вот что я с собой забираю. Вот флаконы взял, пустые. Это тоже сюда докладываем. В этот не знаю, может, корзину закину вот так. А мешок на руль. Сейчас, в общем, разрулю, посмотрю, как вот вести вот такую вот арматуру, вообще без понятия. Может, тоже туда сейчас отнесу, запрячу. Блин, пацаны, сейчас укладываю, в общем. Вон еще арматуру заметил. Вон торчит. Блин, уже уезжать собрался. Ну, сейчас попробую как-нибудь достать. Пойди достану. Не видно отсюда. Сходил на кучки, ничего там интересного, ничего нету. Я до сих пор еще не уехал. Здесь зашел вот на кучу вот на такую. Набрел. Здесь вот нашел медный провод. Вот еще один. Судя по всему, тоже медь. Дома посмотрим все. Вот какой-то провод. Сейчас еще и медяхи прицепим. Еще, друзья, немного случайных находок. Поехал на тележке мусор вывозить. И кто-то вывез вот такой вот старый телек. Крышка у него была уже открытая. И меди я здесь не наблюдаю. Кто-то, короче, достал трансформатор, судя по всему, самое такое. Взял отсюда, а вот платы нафиг никому не нужны. Платы достались нам. Раз, два, три. Вот четвертые. Вот тут еще можно кое-какие провода поснимать. Вот медяха еще луженая вон там. Кое-чего. Да все-таки поснимаем. Может даже КМочки зелененькие. Вон они, кстати, по-моему, там вон сидят. Не знаю даже, что за телевизор. Валялся вот так, просто взял, потащил. Потом все посмотрим, если там шильдик какой-то имеется с той стороны. Ведро еще гнилючее какое-то взял. Она стояла полная, я его выгружал и не видел, что она вот такое вот все. Ну ладно, сейчас кину на кучу, пускай валяется. И вот два каких-то кирпича были привязаны вот такой вот медной проволокой. Размотал, тоже забрал. Кинескоп я уже утилизировал. Телевизор оказался модели Рекорд 50 ТБ 316D. В YouTube я заходил просто ради своего интереса глянуть, сколько тут было в нем меди, так как медь всю уже кто-то вытащил, оставил только платы. Здесь еще, само собой, оставили, встречаются вот катушки медные. Вон там еще одна стоит катушечка. Но это не самое главное. Вот луженая медь.
это все, можно сказать, второстепенное по сравнению с самыми платами. По всей видимости, кто-то совсем очень давно, может какой-то дедушка, разобрал этот телевизор и выкинул его пылиться, выкинул под дождь, под снег. Вот уже все мхом поросло. Может, кто-то квартиру где-то купил и все это барахло, добро выбросил, очищая все это. Тут вот листья уже старые, то есть он не 1 год валялся. И кто-то его все-таки пульнул. Вот такая вот у нас главная плата, основная, большая. Здесь ничего интересного, кроме вот таких конденсаторов, флажков с серебром. Такие вот тоже платки. Здесь тоже флажки. Вон микросхемки. Возможно, они с содержанием золота. Я так особо не разбираюсь. Самая интересная, наверное, плата вот. Здесь 3 микросхемы стоят. И КМ-очки. Надо еще смотреть, какие приемные, которые нет. Здесь и рыжие есть, и вот какие-то зеленые. И здесь вот стоит еще медная катушечка. Заходил в YouTube ради своего интереса глянуть, сколько содержится меди в этом телевизоре. Но так и не нашел никакого видео. Там только встречаются модели 307, 313, 306. 316 я не нашел. Нашел только сравнение. Уж не знаю, насколько была эта модель редка или просто... В основном на разбор попадались другие модели. Давайте откроем вот эту коробочку, взглянем, что здесь еще есть интересного. Что, дорогие друзья, похоже, эта модель была самой, наверное, уже современной такой, более-менее, так как здесь я не вижу ни одного полевичка, вообще ни одного, не то что с золотыми ножками, с позолоченными, вообще нету. Здесь тоже самое, ни одного полевичка нет, как ни странно, видимо... Все-таки 316 модель более такая, скажем, из всех тех предыдущих, более, наверное, современные. Ну ничего страшного, довольствуемся и этим. Если же первый телевизор у нас был выброшен к мусорным бакам, то второй телевизор нашел я в лесу. Кто-то притащил в лес, выкинул такую вот коробку. Сейчас увидите вставку из видео. Я прогуливался, вот. Забрал оттуда переключатель каналов ПТК. Тоже потом его можно вскрыть зимой, когда будет полно времени. И куча проводов. Плат, к сожалению, не оказалось. Может, их отдельно куда-то выбросили. Хрен его знает. Всю медь поснимали. Провода, конечно, вот эти вот только оставили. А все трансформаторы, все это вытащили. Это вообще не знаю, как сюда попало. Такой вот старый конденсатор оттуда тоже снял. Пришел потом туда. Все железо. Остальное поснимал. Провода тоже сгодятся. Пускай копятся. На обжиг самое то. Я вообще уже сколько лет не видел, чтобы кто-то выбрасывал вот такое вот старье ламповые. Но в этом году прямо какое-то небольшое нашествие вот таких вот динозавров старых. Обычно только вот эти вот гробы из 90-х еще попадаются, кто-то выбрасывает. А вот такие вот раритеты я уже 1000 лет не видел, чтобы у нас кто-то выкидывал. Снова включение, дорогие друзья. Угадайте с 3 раз, что я нашел в лесу. Отправился смотреть грибы. Прогулки на велосипеде не проходят даром. Угадайте с 3 раз, что же я нашел. Ладно, не будем гадать. Вот. Что это, блядь? Вот как он попал сюда? Вот объясните мне, кто-нибудь может объяснить? Кто вот додумался сюда притащить в лес и выкинуть газовый баллон? Я не представляю. Надеюсь, не утону. И вот, друзья, завершающая находка. Притаранил его уже по темноте. Баллон вроде как неплохой такой, он пустой. Уже там был с открытым клапаном. Очень воняет газом. Сейчас посмотрим, какой здесь год. 20 рублей цена.
504 литра. Вот, друзья, что-то, наверное, похожее на год, 0687, и тут еще 92. Я не знаю в этих делах, какой из них год. Ну, наверное, или 87 или 92, мне кажется. Баллончик такой целый, неплохой. Можно снять вот этот вентиль, кинуть в латунь, а баллон попытаться продать. Так как такие баллоны покупают, делают из них разного рода мангалы. По 500 рублей их точно берут. Рублей, наверное, по 800. Я видел как-то на объявлениях. Попытаться его выложить. Возможно, продастся. На этом пора заканчивать, дорогие друзья. Первый блин комом, так можно сказать. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Увидимся в новых роликах. Всем пока.